Короче, меня очень давно лишили прав за то, что поймали меня в тот момент, когда я пьяным, врезавшись в чувака, что буксировал меня и сбивал его прямо на дороге. Да, 3 года я просто ездил, не сдавая права, но будучи лишенным. Ехал как-то из Новгорода, и мы просто реально много там дубасили боком, и очень менты были злые. На обратке тормознули и забрали у меня права. И как бы меня это не особо останавливало, но я несколько раз платил вот эти вот всякие по 30 тысяч штрафы, это очень невыгодно. Я такой думаю, давай-ка, коль у меня остался всего лишь год до прав, этот сезон я не буду дубасить боком, а буду с тенсером. Безумие, мне кажется, это самое, что ни на есть подходящее слово, отражающее то, как чуваки на парковке или улице могут свапнуть мотор за 200 тысяч в машину и так далее. Наш подход сам по себе вульгарен, безумен и так далее. Наши действия абсурдные, поэтому это не что иное, кроме как безумие. Эй, тупо запомни, эти простые слова помогает, когда смертельно будет сорвана голова. Да. Эй, тупо запомните эти с виду простые слова помогает, когда смертельно будет сорвана голова. Да. Вот ровно год назад такой вот у меня моментик случился в жизни, что я хотел попасть на цунами-пикник. Как по мне, это самое крутое вообще мероприятие в Питере. Топовый автомобильно-культурный фестиваль по развлечению русского быдла. Да, блядь, нет. Ну, именно касательно автомобильной тематики, очень масштабная, очень организованная. И дрифт, и стенс, и, блин, сам курортный поселок и город, то есть это что-то. Ну, в том году, честно сказать, мне не особо понравилось. Мне не особо понравилось количество машин, которое стояло, и как они, в принципе, сделаны были, потому что было большинство машин, это тупо колеса и подвеска. Надо было заявку подать до 4 числа до 19:00. В 18:00 4 числа я ехал с капотом, только что залаченным и покрашенным вот так вот в кузове грузовичкового. Мне пришлось поставить капот, фары, отфоткать машину, обработать фотографии и скинуть без 2 минут 7. И мне написали, что, чувак, она не подходит по стилизации, мы не готовы допустить это до уровня цунами-пикник. У меня 8 не одобрили, Леху тоже не одобрили. Мы с ним дико бушевали там в общении между собой, что вот, не буду, мало ли они там потом смотреть будут. Меня это разозлило, и я сделал фотокарточку, сидя на крыше своей машины, с украденной свиньей от магазина, поставленной на багажник, где написал «Судья цунами-пикник», положил на нее ноги и стряхивал пепел ей на спину. Понравился тот факт, что цунами лайкнули это, но, несмотря на это,
в этом сезоне я решил приколоться просто над ними, потому что я даже не рассчитывал туда ехать. Типа, ну, я думал, что после такого байта меня туда не допустят в любом случае. Я скинул им те же самые фотки, которые скидывал в прошлом сезоне. И через, по-моему, 6 минут они мне написали, что ваша заявка одобрена. Вот, ну, а так, не знаю, посмотрим, что будет в этом году. В этом году, я думаю, будет круто, потому что там будем стоять мы. Мы украсим эту всю красоту своим уродством. Тупо запомните эти с виду простые слова. Помогает, когда зритель нахуй сорвана голова. Да. Эй, тупо запомните эти с виду простые слова. Помогает, когда зритель нахуй сорвана голова. Да. Я, конечно, асоциальный субъект, но, во-первых, у меня все же, на удивление, есть друзья. Это странно, да. И начинали мы вот это вот строение тачек с братом. И когда я купил Аеху, он купил Бэху. Начали дубасить на них и думаем, а чем бы, блядь, не дрифт-команда? Но так как у нас реально какой-то вот такой вот долбанический подход, и мы... ну, не можем нормально что-то делать, мы подыскали просто соответствующее название себе, и слово «инсейн», оно само по себе, оно клевое и крутое, оно звучит на всех языках клево. И, соответственно, хотелось в это общество включить больше интересных людей, больше интересных проектов, как, допустим, фотографов, так теперь и чуваки на переднеприводных ведрах каких-то. Блин, да ну как так само получилось. Просто заобщались, там кто-то написал, кто-то хоп, я увидел эту тачку, такой, ни хрена себе, вот эта тачка, ну, Лешина, да, Аешка какой, блин, это просто пушка. Потом один раз что-то увиделись, потом решили, почему бы нам не заснять видос или не сделать совместный фотосет. Да, слушай, с Лехой у нас давным-давно уже шел базар за эту тему. Все никак не могли пересечься, обсудить это. Я готовил плюс вот этот новый образ, когда встретились уже на родсайде. Ну, там, не знаю, никакого не посвящения, ничего такого не было. Леха просто сказал, что, чувак, ты в команде. Я говорю, о, заебись, а наклеечки будут? Он говорит, да, я тебе типа дам. Я говорю, ну окей, все, тогда супер. Вот у нас есть 3 таких прям трэшовых проекта. Это мой, проект Антона и проект Влада. Сама стилистика, если ее так можно назвать, она в принципе одинаковая. Это полный хендмейд, это какой-то кастом, это что-то новое. Люди как бы, ну, стараются делать тачки свои именно под себя конкретно, не какие-то конкретные запчасти, а как он ее видит, так и делает. У Антохи уже вообще было, я даже не знаю, сколько у него было сетапов на 8-ке там. У Леши то же самое, у него с каждым годом все, она безумнее и безумнее становится. То же самое, как он взял и просто за неделю просто перекрасил машину. Где? На парковке. Просто на парковке. Суть вообще всего этого действия — показать людям, что не обязательно тратить огромные бюджеты, как бы, да. Можно делать тачки самому с помощью подручных средств. Главное желание просто, и все. И не париться. Это вот 3 машины, которые мы выставились на Цунами, которые реально очень хорошо доработаны, в которых сильно вложена душа и виден вот подход автора, творца. Они как лицо нашей команды, хотя на самом деле нас больше. У нас много есть ребят, интересных по-своему, с абсолютно напрочь, блядь, безумной жизнью. Серьезно. Insane Gang — это, грубо говоря, сообщество людей, которые не привыкло жить по скриптам просто-напросто и делают это по-своему и как-то клево. Меня зовут Влад.
Езжу на Honda Civic купе 97-го года. Слушай, я познакомился с Канжиганом, на самом деле, довольно странно и немного глупо. Ну, я видел его тачку на гостевой парковке от Цунами Пикника год назад, и я такой подумал, блядь, ты чё, парень, делаешь вообще? Типа у него сплиттер был сделан, шаришь, из вообще какого-то мусора с помойки. Там прям троса были, изолента, там хомуты. Подход, конечно, говняный, но выглядело круто. Матом ругаться можно? Дикая хуйня. Но, блин, круто. Есть тоже, да, какие-то идеи несуразные, но, блин, они все как-то скомпонованы и выглядят целостно и прикольно. То есть, ну, ее легко выделить из потока. Ну, всегда, ну, обожал машины, в принципе, вообще. Всегда просил батю, чтобы он дал прокатиться и все такое. Очень долго ждал, когда наконец своя тачка появится. Я любил все тачки. Не было какой-то одной определенной, я хочу много машин разных. Не было какой-то, что вот это вот прям все, мечта, предел, нету такого. Я когда вырасту, хочу такую тачку. Но мне нравится заниженность, нравятся вот колеса, вообще кресло. Изначально хотел там что-нибудь заднеприводное, вот, но бюджет ограниченный был, поэтому мне нужна была машина. Я на тот момент работал в Москве и всегда хотел себе именно купеху. Именно купе, ну там с андеграунда, со всех этих дел все началось. Я приехал просто с деньгами, мы с каким-то страховщиком во дворе все оформили, я ее забрал, мне было наплевать, в каком состоянии. Я ничего не смотрел, просто на ней проехался, такой, все беру. Первая доработка была патрубок радиатора, который у меня прям на парковке отвалился. И первая починка, я не знал, что делать. Я купил губу в Москве. Инструмента не было, поэтому я взял с собой молоток, гвозди, саморезы и отвертку. Поставил себе губу, потом руль, потом купил себе токаты. Сам стиль просто, не знаю, из ничего рождается, наверное. Как-то оно само собой так происходит. Что-то хочется, хоп, тут деталь, хоп, тут еще одна деталька. Постепенно так и создается какой-то один определенный образ. Я не знаю, какой это стиль, это и не стенс, это, блин, я не знаю, как это описать. У меня как бы и не стенсуха, но и не догонка получается. То есть, потому что она на каждый день, багажник завален всякой атрибутикой для машин, всякими запчастями. Там, не знаю, диван остался, да, там каркаса нет, но каркас попозже. Не знаю, да просто делают тачку и все, я даже об этом что-то, ну я не задумываюсь об этом. Мы не из тех людей, кто там при деньгах и делает все в сервисе, и потом говорит, смотри, у меня топ-проект. Это я все сделал сам. Спасибо ребятам оттуда. Как бы, ну, как вы все заметили, что это делается либо в гараже, либо на какой-то парковке, либо просто на улице, либо в каком-нибудь хлеву, еще где-нибудь. Ну, короче, где придется. Да всегда, что в Москве делал что-то на парковке, что в Твери, что в Питере. Сначала я ночь перед этим не сплю, потому что я думаю, что конкретно я хочу сделать. Я очень долго думаю, меня всегда очень долго запрягаю, так скажем, повозку. Долго думаю, как именно это сделать, как именно это должно выглядеть, как может это грамотно сделать, ну, с помощью тех средств, которые у тебя есть. Потом есть какой-то определенный образ у тебя в голове, и ты берешь, едешь, покупаешь кофейку, водички,
Все, и едешь на парковку и делаешь. We gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no. Listen to my fate, yo. Destined to be great, yo. And we gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no. Listen to my fate, yo. Yeah, we like to go. Блин, ну бюджет-то ограниченный, поэтому идешь в Леруа Мерлен или в какой-нибудь строитель. Ну и ищешь там, блин, из чего это можно самому сделать. Ну, блин, это кайфово. Пусть это выглядит как колхоз ебучий, блядь, да мне насрать. Неважно, блин, мне нравится самому что-то делать. Не то, что ты пошел, что-то, оп, купил детальку, да, там. А ты пошел и сам сделал то, что тебе нужно. Изначально-то я ж не знаю, что конкретно, как бы, да. Я просто иду, смотрю меж рядов, ну, я приблизительно-то понимаю, что мне нужно, и ищу просто детальки, из чего это все можно собрать. Канжиган, на самом деле, с того года сильно подрос. Он хоть и оставил этот самый безумный стиль, но сделал его более качественно. Серьезно, его тачка создает, я не знаю, наверное, из абсолютно всех возможных магазинов метизы, креплений и устройств для изгибания других предметов. То есть он просто собрал в себе, ну, всю атрибутику для постройки кухни, например, или ванной. Это, да, это его стиль, он в этом шарит. То есть наверняка он учился в какой-нибудь корабелке и лихо свяжет узел, если что. Но он круто это сделал, у него реально валящий в тековый цивик, он крутой, он боевой. У парня клевые татухи на пальцах, и он такой алкашовый чувак, но... Бля, я бы с ним подрался, короче, на самом деле, сука. Ну, правда. Даже если бы он мне пизды дал, я просто хотел бы. Охуенный чувак. И у нас есть совместный клевый фотосет, если я тебе показывал как-то. И небольшой видосик, который мы, кстати, до конца до сих пор так и не доделали, потому что мы оба, ну, реально заняты. Я хотел сказать распиздяи, но не буду говорить. Мы постоянно заняты, у нас куча дел. Решаем вопросы. Ну все, сплиттер все сделано. Я сейчас делаю новые палки. Сплиттер уже поставил, уголки поставил. Короче, все готово, надо только покрасить, поставить сейчас эти палки, короче, и все, сплиттер готов. Что там не сильно залило улицы, я что-то смотрю. Такой дождь, я думаю, я сейчас там своим сплиттером буду как чепаком хуярить. У меня тем летом была серия фотопроектов именно по постанове. То есть я с того года начал фоткать. И я хотел сделать реально кровавый сет, просто с жуткими кадрами, такими душераздирающими. И мне нужна была машина, несколько похожая на мою. Я нашел случайно эту восьмерку, списался с чуваком. Он реально интересный, прикольный, такой семейный пацанчик из Ебеней, как и я, но с другой стороны города. И вот мы впервые в жизни увиделись, приехав на локацию, где будем сниматься. На первых порах наше общение, ну, типа, сводилось к тому, что я его нарядил в санитарные костюмы, забрызгал кровью, дал ему в руки пилу и заставил отрезать ухо от головы свиньи. Причем уже подтухший. Я бы не стал с ним драться, потому что парень очень добрый. У этого чувака есть очень лютый прикол. Он каждый год максимально радикально меняет лук своей тачки. Типа, я вижу третий конфиг, и он максимально отличается от предыдущего. То есть чувак берет, откатывает на конфиге, ставит тачку в гараж, нихуя не делает, ничего не делает, нихуя не делает опять. И такой, время фестов, и за 2 недели, там за 3 просто резко что-то изменяет.
Антоха, блин, просто божий одуванчик, очень, блин, клевый парень, очень добрый парень. Прям такой, прям, он очень спокойный, всегда такой сдержанный. Вот, и тачка его, блин, это тоже что-то с чем-то. То есть он тоже не боится брать и полностью переделывать свою тачку, вообще полностью. Не поменять какой-то один маленький элемент на ней, а взять просто и за сезон просто переделать ее с нуля просто. И он все делает абсолютно сам. У него просто есть гараж, он просто, учитывая, что он еще работает, считай, круглыми сутками, он берет и после работы едет в гараж, и там ее делает. Еще успевает все это сделать и успевает еще выставиться. Ну, просто огромный респект, очень такой добродушный парень. Короче, меня зовут Антоха. Вот это моя восьмерка. В принципе, по ней не особо видно, что это восьмерка, но это восьмерка. Потому что на всю хату я мочу панк-рок с собой. Меня девки презирают за мой выщик шухерной. На меня в селе все лают, говорят, панк-рок долой. До этого у меня была девятка, потом десятка, девятка, девятка, восьмерка, восьмерка, девятка, восьмерка, восьмерка и вот эта восьмерка. Блин, грезил именно этим образом, наверное, года 3-4. Я планировал это осуществить на какой-нибудь некрухе японке, но все мы видим, что денег нету, некрухи нету, японки, и, соответственно, здесь только восьмерка, но и решил потренироваться, попробовать на ней. Пошло все банально из-за колес. Давно хотел себе взять адваны, ну вот эти А3А. В итоге нашел их по довольно-таки сладкой цене. Они пришли ко мне, я сразу через 3 дня отправил их в Таганрог на разварку, чтобы вместо 6 они стали 8. Под них сразу же была уже куплена адвановская резина. Ну, Yokohama Advan 48. То есть, да, это как бы больше трековая резина, но... Блин, у нее клевый рисунок. You ever heard of a slaughter? I oughta start dipping, sipping on that ST gets me to tripping. I don't slips, I bangs with that mad ass dog pound gang. It's a DPG thing. Corrupt from the SC. You wanna test me? Let's see if you'll survive 45 times. Like a hollow point headed for your dome. Take a couple steps, turn around in its own. Couldn't withstand the murderous mental. I subdue and then take 2 to your temple. When I cause holocaust from what's written, niggas collapsing when the straps is spitting. Look, this is how it's done, nigga. 1, 2, 3. I grab my strap, your best run, nigga. I give a fuck, corrupts the kingpin of the clique. Little was G with the biggest dick. Shit, a motherfucker better recognize. With the twist of my wrist like OJ, you won't die. I snack on motherfuckers like a bone. Wanna be the shit upon the microphone ever since I was born. Давным-давно, в какие-то там 80-е годы, у Yokohama, у Advan Racing была гоночная AE86. Ну, это Труэн, Левин, я уже не помню какая. И была именно в адвановском окрасе с 25-м номером. Вот, соответственно, полностью окрас скопирован с нее, но единственный Адван, он всегда идет в оригинале черно-красный. Но черно-красный я не стал делать, потому что, первое, она в документах светло-бежевая. А во-вторых, если ее красить в черный, то, собственно, суть всей морды потеряется, пропадет, ее тупо будет не видно. Поэтому решил поиграться с цветами, там мне знакомый нарисовал арт, покрасил в черно-красный и в бежево-красный восьмерку. Я посидел, поразмышлял, поспрашивал у своих хороших знакомых, какой лучше зайдет. Вот, все говорили, конечно, черно-красный, но я решил сделать бежево-красный. Получилось довольно-таки необычно и интересно, и вроде как многим зашло. Ну, самое главное, что зашло мне. It doesn't make a difference, cause it's about who's the quickest on the draw to end all existence. For instance, let's take these ruthless fools. These ruthless fools in a pound in one group. Assume it's only for conversation, so let's conversate. Slip a nigga to 38 and dip. In
me out the clip. Mind on set trip, cause niggas talk shit. Now if a nigga had a prayer before a nigga died, would the nigga be dead or would he stay alive? And if I was in your shoes, would I survive? Probably not. You probably let your Glock go pop. Now drop to your knees and picture that nigga down, flowing in the breeze. Now what would you do if you could fuck with me on my grind? But you can't, so don't even think about stepping in the motherfucking house. What would you do if you could fuck with me on my grind? But you can't, so don't even think about stepping in my motherfucking house, bitch. From the twitch of the eyes, you can see the line. Just know it when you see it. Он задал какую-то совершенно новую хрень в плане доработки восьмерки. Это явно что-то новое. То есть, ну, я бы не сказал, что мне это нравится. Прям вот на 100%. По моему взгляду, это весьма сомнительно. Но людям это реально заходит. То есть, нихуя восьмерка с таким клювом, что там не стол, там, блядь, там коптеры могут садиться. То есть, ему надо, как мне, на крыше буквы Н тоже нарисовать на этой штуке. What would you do? What would you do? What would you do? What would you do if you could get with me and my crew? What would you do? Won't you tell me? Кстати, вот насчет безопасности. Бля, вот если бы эту восьмерку вместе с Volvo поставить какой-нибудь или Saab, вот когда он сбивает человека, что с ним происходит? Он отрежет ему просто ноги? На скольких километрах в час он отрежет их? Да, просто у меня вот я как-то гадал, и мы пытались математической формулой через жесткость плоти рассчитать, если гелик на 100 км в час въебется в толпу цыган и отпустит газ, то сколько цыган он собьет перед тем, как остановится? Вот если рассчитать, попробовать для пингвана эту хрень. Возможно, да, нет такого количества, которое его сможет остановить, они просто кончатся в мире. Блэка, будь добр, черного 4, белого 3 и маркеров для текуль веселых. Окей. Да, вот зачем ты здесь нет? Прямо пойдем или налево? Я не знаю, вот сейчас как лучше ехать. Не-не, давай налево, нахуй. Я не хочу на стаче стоять. Чуть-чуть поверни сюда. Ну, если какой-нибудь хуй на пневме подъедет, то можно. Леха — это, блин, дикий, безбашенный придурок, у которого творится какое-то говно в голове. Абсолютно безумный чувак вообще. Он клевый, со своими тараканами, как и у всех. Ну, очень неординарная личность. Не знаю, очень клевый, таких людей не встречал еще. У него какие-то дичайшие вечные идеи по поводу Аешки. Просто лютый корч, лютый стенс, она еще и валит дико. Это, блин, это в двух словах это даже не описать, это просто безумие какое-то. В принципе, мой конфиг уже реально был готов. Мы вот выставились на роудсайде, мы много где катались, и, ну, машина выглядела круто. Она очень много кому нравилась, привлекала внимание. Ну, я что-то такое подумал. У меня трэш. И все эффекты трэша нанесены на голимую базу. То есть в том сезоне я с машины краску снял шпателем. И в этом она так и осталась. И при этом машина без краски, на которой брызги, морды, рожи всякие. Я подумал, я еду на 3 топовых мероприятия в этом сезоне. Это какое-то просто неуважение. Ну так не должно быть. И я решаюсь посреди сезона, получив все апрувы на все желаемые мною мероприятия, изменить вид. Причем полностью.
перейти на другие расширения, на другую цветовую базу, нормально открасить машину и нанести на нее совершенно другую графику. Сделать машину другой. Машина такая, блядь, незаконная, что? Чтобы хотя бы просто проехать там, блядь, до дома, нам надо привязать ее на веревку. И сейчас Егорка из команды Go Hard сядет за руль и поедет они. А потому что у него хотя бы, блядь, права есть. За 2 недели до цунами-пикника мы сняли с машины остатки все краски и начали ее готовить к покрасу. Мы нашли крутую покрасочную камеру, приехали туда и не смогли на нее заехать. Думая, мы поняли, что мы можем покрасить машину на работе моего брата в полицейском отделе. Just one out of this. Under an umbrella, and try to shut out myself in the ring. Try to stop my head from going insane. Counting down all the days. I swear there's a price I take. Being alone outside, they kinda suffocate me when they kinda fucking chase me out. Мы отнеслись к делу с пониманием, отогнали несколько патрульных машин и сделали из определенного куска паркинга целую покрасочную камеру, серьезно. Я украл с шиномонтажа 2 кипы пакетов, которые мы расстелили, замотали все и красили машину прямо в отделе. Делали мы это 2 суток. Результат весьма неплохой, кстати говоря, вышел. Она пропитана мусором. Не в том смысле, что она грязная, а моральным, наверное, но... Я решил прям радикально надавить на красоту и попробовать себя именно в какой-то бешеной стилизации. Смогу ли я со своим подходом вот этого вот трэшового, диковинного, небрежного стенс-движухи, где люди платят деньги другим людям за то, чтобы их машины становились красивыми и налаченными, как бы они такие зарабатывают на своих крутых работах, такие типа бросают туда бабки и такие: ты видела, какая у меня тачка? Мне ее сделали. Вот, и я такой, как бы, с зарплатой в 60 тысяч, грубо говоря, своими руками слепил какую-то ублюдину. Она отражает, по крайней мере, характер и отражает какие-то внутренние помыслы. Я пригласил клевого художника. Ссылочка в описании. Стилочка в описании. Так как мы решили это тоже красиво отобразить, мы решили покрасить машину прямо на побережье залива. И то место, которое нам понравилось, было слишком ветрено, поэтому мы поставили машину прямо на двойную сплошную, что людям пришлось нам объезжать, и красили ее прямо в таком виде.
эта машина, это, ну, гипертрофия прям полная. То есть, я не знаю, нету стандарта, по которому ее можно охарактеризовать или определить. Ведь даже в стенсе, хоть это и довольно такое субъективное дерьмо, есть какие-то рамки. Я сделал разрыв этих рамок, но при этом придерживаясь основных каких-то красивых моментов, как диски, как посадка, фит и так далее. На свой лад и уровень. С дисками от джипа, да, которые мне сняли с 8-метрового пикапа. Короче, я просто решил плюнуть именно в морду напидоренной красоты и посмотреть, что из этого получится. И на самом деле пока что мне результат очень нравится. Я не рассчитывал на самом деле на какое-то признание, но мне очень приятно то, что оно есть. Это оставляет отклик у людей, и это очень сильно заметно. Да, можно зазвездиться даже от такого. Я заметил, вот так приятно, прям на душе становится порой, что ты потом такой ходишь с мордой понурой и типа такой, вот это говно. И вот это тоже мне не нравится. Раньше так не думал. Insani Gang. Вся команда моих ребят, все люди, которые хоть как-то причастны и не причастны ко мне, помогали мне. Мой брат целыми сутками ее красил, мои друзья привозили, увозили, помогали, делали все возможное, чтобы я успел. И ровно за день до самого мероприятия я был готов. То есть вот не минуты раньше, а вот прям вот ровно тогда, когда надо, что я сказал, что она готова, повернул ключ, и мы поехали на пикник. Another beep, scrub your face and brush your teeth. Out the door into the street, I fell out of my sleep. A million different faces, all from different places. Swimming in the sea, trying to keep your head above water. Trying to keep your head above water. On a night like this, one prayer, one wish. Step out of the edge, it's worth the risk. Life is limitless, 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 limitless. Блин, туда стоит съездить просто хотя бы туда, на саму гору, чтобы посмотреть на всю эту красоту. Шикарный, просто абсолютно. Очень классно, что в этом году сделали 3 дня. То есть можно было не торопиться, можно было спокойно все сделать. В один день выставить тачку, спокойно, знаешь, не торопясь. Кайф вообще. То, что 3 дня сделали, это прям огромный респект организаторам. Limitless, 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 limitless. Life is limitless, limitless, limitless. Было солнечно, весело, невменяемо огромное количество народу. И нам отвели отдельный участочек даже, что мы могли сделать стенд, не стенд. Но все занимались своими тачками, мы не успели ничего подготовить, поэтому ребята, которые приехали за день до меня, поставили машину ровно в центре мероприятия, прямо на газоне.
они забыли о том, что их машины не такие низкие. Поэтому я приехал туда на транспортировочных колесах, переобулся и поехал ставиться. Мне надо было проехать по газону метров 40. Я проехал 1,5. Вот, и мы всей толпой машину реально чуть ли не несли, подкладывая под нее досочки, и в какой-то момент она получила зацеп, и я резко стартанул, и просто вот, серьезно, я, снимая траву, прям днищем, пропрыгал докуда надо мне, кое-как поставил ее, вот она все, она вкопалась, и я такой вышел, ага, круто, и так ее оставил. А как бампер теперь поставить? Я об этом сказал. А есть чем, блядь, поддомкрасить? Ну, хотя хули они. Чтобы поставить бампер, пришлось машину немного приподнять, поставить его так, бросить и... Весь день там откисали на солнышке, блин, болтали, общались с народом, ходили, глазели, смотрели, фоткались. Очень клево вообще. 창문 눈을 감아 바람이 부는 곳에 날 데려가 Wanna be myself Wanna leave this hell 꺼내줘 제발 Stuck in a place between the space of heart and mind 시간을 쫓아 꿈을 찾아 흘러가 Там были разные тачки, очень разные. Допустим, зона, где мы стояли, была в 10 метрах от зоны Лоудейли и Лоукар Смит, где были тачки по 10 лямов и так далее, к которым люди старались даже не подходить, потому что все внимание оставляли уже у моей. Просто идеальная. Посмотрите, какой движок. Это просто лойс определенный. Мощная какая-то лягушка. Только не пойму, какая. А Мичи, привет. Не особо знаю за эту модель, но получилось огонь. Да что скажу, ебейший проект. Просто дикий уличный стиль. Не, реакция была реально крутая. Ну, то есть кто-то не понимал и говорил, какого, прости, хуя. И типа, ты зачем это сделал? Давай иероглифы на дверь, типа стоковые колеса, и погнал развозить тофу. Охуенная тачка, только не по канону сделана. Вообще ни разу не по канону. А вы смотрели оригинал Initial D аниме? Вот если бы смотрели, вы бы знали, что такое канон. А это не канон. Кто-то говорил, что это просто охуенно. Офигенная машина, на самом деле. Каждый год за ней слежу. Сатирского знаю с момента, как он ездит на «Жигулях». В принципе, просто супер. Охуенно. В этом году он, конечно, наборщил, как обычно, с покраской, блядь. Наборщил. Привет всем, меня зовут Максим Борщ, и рядом с нами АЕшка на 4 АГЕшки. И ее владелец курит очень много запрещенных веществ. Однозначно. Ну а вообще это лютая пуля, мне кажется, ее высрал аист, и она просто ляпнулась сюда на землю, потому что она своим ходом не могла доехать, ну, стопудово. Видел, как она заезжала? Это, типа, такой чистый стенс, типа. Вот вся автомобильная тусовка, она была как раз в этом движении, когда заталкивали тачку на траву, чтобы красиво поставить. Так говорили там, или там, фу, что за говно, там, типа, знаешь, типа, или, блядь, хули он тут делает, блядь, типа, что-нибудь такое, там, один малый пацан вообще ко мне подошел такой, честно говоря, у моего бати тачка валит лучше. И убежал, и просто убежал, блин, пацану лет 5, я такой, что? Я вижу эту тачку почти каждый день, я уверен, что эта машина есть душа, потому что почти каждый день у нее что-то ломается и чинится само. Ебать! И поверьте, это одно из самых диких, что можно встретить на дорогах Петербурга. Самое безумное, андеграундное и идеально вписывается в вашу тему Go Hard. В общем, как говорится, Go Hard. Ну, типа, вот этот сплиттер, это вообще жесть, это крейзи. Типа, 9 часов на парковке ленты, ты сказал, да? Вроде как машина сама по себе простая, да?
ну, по ощущениям. Но при этом сделать из простой тачки лютейший стиль, это искусство. В этом и есть весь смысл, наверное. Это искусство. Слушай, ну вообще, мне кажется, это самая лучшая девятка вообще на всей выставке. Вот там вот восьмерка стоит, вот, которая на гольф похожа, вот она, ну, не так ярко выглядит, а вот эта вот раскраска просто шикарная. Так что я прям лайк владельцу, блин, молодец. Да такие проекты вдохновляют на самом деле. Который год я приезжаю на Цунами пикник с одной мыслью: на следующем приеду на своей тачке. И каждый раз повторяется одна и та же ситуация. Тачки нет, но вот этот чувак, он сделал круто. Он просто купил восьмерку и просто сделал стиль. Ну как бы, камон. Это же крейзи. Реально, я ее первый раз увидел 2 недели назад на другом фестивале, и я сначала подумал искренне, что это какой-то Civic. Но когда я обошел сзади и увидел жопу от тренажки, мне хотелось отдать респект этому владельцу, потому что это реально бюджетный вариант стилевой тачки. Тачка крутая, реально. Сначала не кажется, что это восьмерка или девятка. Я на самом деле до конца не уверен, что это. Но видно, что в тачку было вложено много сил, хотя бюджет был ограничен у парней, это сразу видно. Но тачка получилась огонь в стиле в таком ралли, группа Б, типа такого. На самом деле очень шикарно. Очень нравится, лайк пацанам. Короче, она, наверное, типа 250, да, тысяч стоит? Ну так, вся. Но выглядит. Мне это нравится. Это, короче, стиль по бичу. Я думаю, что вот это охуенно. Я очень рад, что в Питере есть такие проекты. И ребята из Insane Gang прям максимально топят за лютый стиль. Немножко в, кстати, непривычном понимании про стиль, как об этом думают всякие стенсеры из Москвы там, еще. Ну вот благодаря этому Питер и есть такой уникальный, типа, и вот вся вот эта история. Короче, ребята красавчики, мне очень нравится вот вся вот эта движуха, восьмерка, прям. Мы, походу, едем награждаться за что-то. Оно так и должно было быть, я абсолютно не удивлен, если честно. Тачка вызывает просто фуроры, какое-то недоумение, но такого нету. Реально такого, блин, такой радикальщины вообще по всем параметрам. Диски, блин, все, клиренс, выход, да все, вообще целиком вся тачка, это, блин, это просто огромный респект вообще. Но он столько сил вложил вообще в постройку тачки сейчас перед сезоном. Она не могла ничего не занять. Да, инсейн абсолютный. We are sick.